Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня хочу вам показать, как связать утолщенный край, красивую кромку для полочек любого плечевого изделия. Вот где необходимо, и чтобы именно была красивая кромка. Почему показываю на полочках? Показывала я однажды полочку одну и поняла, что вторую, видимо, не все поняли, как нужно сделать. Поэтому сейчас показываю две на маленьких образцах. Вот, к примеру, возьмем вот две полочки у нас. Одна и вторая. Вот эти вот края я сейчас и буду показывать, как можно сделать красивую кромку для них. Наберем, сейчас пойдем у первого образца мы справа налево. Одна кромочная, 10 петель будет у нас платочной вязки. Это основной узор рисунка, с которым мы будем вязать. Одна кромочная, и мы возьмем еще одну дополнительную кромочную, которая будет участвовать вот в этом утолщенном крае. Когда мы в следующий раз пойдем, я тоже покажу в следующем образце. Здесь мы будем вязать справа налево, поэтому здесь у нас будет сначала 2 кромочных, одна, которая вот классическая всегда у нас есть, вторая дополнительная, 10 петель платочной вязки и одна кромочная обычная. Вот таким образом. То есть, если здесь мы сначала вяжем основной рисунок, в конце делаем кромку, то здесь мы сначала делаем кромку, а потом заканчиваем основным рисунком. Вот сейчас мы должны набрать на петли, получается, все вместе 13 петель. На спице 13 петель набираем. На спице набрано сейчас 13 петель. Начинаем левую полочку, снимаем кромочную, 10 петель платочной вязки мы вяжем, то есть пока провязываем лицевые петли, 10. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Вот эти петли относятся к основному узору. И теперь у нас вот 2 петли выделены на кромку. Всегда эта петля перед последней кромочной будет лицевой. Какой бы узор у вас ни был, эта петля всегда лицевая. Последняя кромочная, провязываем изнаночной, как обычно. Поворачиваем на изнаночную сторону. На изнаночной стороне снимаем первую кромочную. И вот теперь вот эта вот петля, которую мы выделили, дополнительную для кромки, мы ее должны снять, нить перед работой. И далее провязываем узор такой, как у нас должен быть у основного рисунка. У меня это платочная гладь. Продолжаю вязать лицевые. Провязали платочную гладь, 10 петель. И вот у нас кромочная обычная. С этой стороны мы не делаем никаких утолщенных краев. Поворачиваем на лицевую сторону, видите, да, с этой стороны мы утолщенного края не делаем, он у нас будет только с одной стороны. В третьем ряду лицевом мы снимаем кромочную, как обычно мы ее снимаем. А теперь перед нами наша платочная гладь. Провязываем 10 петель. Платочной глади. Подходим к нашей дополнительной кромочной, предпоследняя петля. Провязываем ее лицевой, кромочная, изнаночная, как обычно. Поворачиваем на изнаночную сторону. На изнаночной стороне мы всегда первую снимаем, не провязывая, вторую снимаем, не провязывая, нить перед работой натянутая. И далее провязываем по узору. У нас это платочная гладь. Вяжу платочной гладью 10 петель.
кромочная, изнаночная. Снова мы в лицевом ряду. В лицевом ряду снимаем кромочную, провязываем 10 петель платочной глади. И по сути первый и второй ряд сейчас будут повторяться постоянно. Вот сейчас мы провязываем как первый ряд, лицевая кромочная сейчас. Вот та дополнительная кромочная мы ее провязываем лицевой, а последнюю кромочную мы провязываем изнаночной, как обычно. Переходим на изнаночную сторону, и на изнаночной стороне мы всегда будем, снимая кромочную первую, классическую, как обычно, снимаем. Вот дополнительную кромочную мы всегда будем снимать нить перед работой и подтягивать хорошо рабочую нить. То есть вот эта протяжка болтаться у нас не должна. И далее вяжем платочной гладью, как положено у нас по основному рисунку. Сейчас вот я заканчиваю изнаночную сторону. Более продолжать не буду вам показывать. Повторяются первый и второй ряд. В первом ряду мы всегда в лицевом ряду будем провязывать предпоследнюю, перед последней кромочной, вот эту вот петлю мы всегда будем провязывать лицевой. А в изнаночном ряду мы ее всегда, вторую уже получается после основной кромочной, вторую кромочную мы будем снимать нить перед работой, натягивать и далее провязывать по узору. Я провяжу выше и покажу вам, что получится. Ну, то есть немного повыше образец, чтобы было понятно. Я связала левую полочку. Вот такая она получилась. Вот утолщенный край. Вот так он выглядит. Это две вытянутых, вот две кромочных, вытянутыми петлями. Значит, левая полочка готова. Сейчас переходим к правой полочке. Смотрим по узору. Первая петля кромочная, вторая у нас дополнительная кромочная. Далее идет 10 петель платочной глади, одна кромочная обычная. Снимаем кромочную. Первая дополнительная кромочная, она всегда должна быть лицевой. Далее действуем по рисунку. Независимо от того, какой у вас основной узор, первая, вот это вот, вернее, первую мы снимаем кромочную, вторая дополнительная кромочная должна быть лицевая. Вяжем платочную гладь, 10 петель, провязываем. Обычная кромочная в конце ряда. Переходим на изнаночную сторону. Снимаем обычную кромочную, провязываем 10 петель платочной глади. Подошли кромочная. Я вам советую вот здесь все-таки оставлять маркер перед кромочными, чтобы вы не запутались, потому что здесь, понятное дело, маленький образец, если это будет большое изделие. То есть вы подошли и уже знаете, что у вас кромочная, нужно быть внимательнее, с ней будут другие действия. Мы в изнаночном ряду снимаем ее, нить перед работой, натягивая, провязываем изнаночной кромочную. Поворачиваем снова на лицевую сторону. По сути, вот сейчас будут повторяться одни и те же действия. Вновь подошли к лицевой стороне. Снова повторяем также первый и второй ряды. Первую сняли кромочную, вторая кромочная у нас провязывается всегда лицевой. Далее действуем по нашему узору. У меня это платочная гладь для примера взята, естественно, понимаете. Кромочная, изнаночная. Перешли на изнаночную сторону.
провязываем 10 петель платочной глади. Теперь у нас кромочная, вот вторая, должна быть снята. Нить перед работой, хорошо натянув, провязываем кромочную. Вот снова мы в лицевом ряду. Вот уже начинает образовываться наша кромка. Я провяжу выше. Мы посмотрим, как они будут выглядеть. С обеих сторон готовы наши полочки, левая и правая. Ну, образцы, естественно. Значит, вот левую я уже показывала. Вот так правая выглядит. В общем-то, все идентично, вполне. Вот такие вот красивые края, аккуратные. Как вариант, в общем-то, скажем так. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами была Марина, канал Вяжи вместе с Маринос. Всего доброго!